Маргарита Пасмор. Художник — это не о том, как красиво что-то расположено, а о том, как красиво ты это увидел. Я согласен, Маргарита. Но в любом случае это полдела. Но увидел, например, человек, который не умеет писать. В его представлении он увидел что-то невероятное, и как это сделано увидел, но между двумя этими точками увидел и сделал огромное расстояние. И то, как это сделано, это финальная вещь. Увидел, да, как это сделал. Но то, что в основе всего лежит видение, абсолютно верно. И часто так случается, что кто-то просит обратить внимание на того или другого художника, на те или иные картины. Я смотрю и понимаю, что видение этих людей, которые меня просят посмотреть, не дотягивает, что ли. Я просто не могу это смотреть. А для них это вот вершина мастерства. Так что вот это наводит на мысль, что как же сложно сформировать это видение, как же сделать так, чтобы оно было с высокого вкуса. Не знаю. Мы часто говорим с вами о том, что все разное, все по-разному видят. Это да. Но согласитесь, все-таки есть высокий вкус, высокое видение, видение высокого вкуса, среднее там и низкое. Ну, согласны же? Под высоким я понимаю, все очень просто. Я понимаю некую чистоту вибраций, что ли. Ну, условно говоря, что пение соловья, вот как по теории Гурджиева, да, там, если все явления в мире разбить на некую, ну, я не знаю, линейку такую, градации, то есть там состояние восхода солнца, улыбки ребенка, улыбки матери, когда она смотрит на ребенка, пение соловья, отбойный молоток, звучание, там, звук пролетающего самолета, лайнер, ну и так далее. Все вот на некой иерархии. То вибрация разная, излучаемая вот там художественным произведением, поэзией, музыкой и так далее. Вот это я имею в виду. И это совсем не значит, что звук отбойного молотка хуже, чем пение соловья. Они просто не пересекаются в разных категориях, в разные вибрации. Мы по-разному это воспринимаем. И иногда звук отбойного молотка может просто радовать. Тебе делают, я не знаю, крыльцо. И ты понимаешь, что классно, сейчас ты будешь, не перестанешь падать с этого крыльца. Рабочие или вы там берете отбойный молоток, я долбил, причем большим. Ну да, это радует. Короче говоря, каждое явление в своей лунке, все мы находимся в своих песочницах, и поэтому странно, там кто-то говорит, дерева много в вашей картине, ну там вот в этой, на чей-то взгляд. Кто-то скажет, что наоборот мало, кто-то скажет, вообще оно зачем там. И сам факт того, что мы включаемся, мы включаем свое видение. Оно может не накладываться совершенно на мое или там на видение и творчество, в конце концов, художника, который что-то написал. Резонирует или нет, этого достаточно. Вы в резонансе или просто проходите мимо. Видение, безусловно, основа всего, самое важное. И именно этим мы занимаемся на моих живых семинарах. Я все время говорю, что я не учу писать, а учу видеть. И из этого видения, которое развивается, произрастает ваша живопись, вашего стиля. Вы видите свою красоту и пытаетесь ее на основе фундаментальных знаний, которые вот я даю. Все уши прожужжал, но тем не менее существует онлайн-школа живописи, в ней там больше 50 уроков, и курсы есть, и сейчас скидка 50% на все уроки, заходите на сайт. Уроки выбрать очень легко. К каждому есть видеоанонс и есть отзывы. Васил Дубковский. Вам никогда не хотелось попробовать написать какую-нибудь известную копию в стиле импрессионизма? Например, взять Шишкина или Репина и забабахать, да, свое импрессионистическое видение. Но это будет, наверное, сильно смешно. Зачем? Человек потрудился, ну, я не знаю, ну, как, например, спел какую-нибудь песню, человек сочинил, композитор, там, поэт, сочинили песню. Певец спел, ты запал на него, рот раскрыл варежкой. Потом берет, например, человек какой-нибудь, Лещенко, например, и поет ее на свой манер.
Ну, я не знаю, березовым соком хорошо, пели песняры. Ну, с ума сходили ведь все. Потом берет Кобзон и поет или Лещенко. Все, она теряет весь аромат. Для меня, всегда подчеркиваю, для меня. Кто-то тоже будет балдеть, если Песняров не слышал. Но если я слышал Песняров, то зачем же я буду Шишкина или Репина уродовать? Я просто лучше напишу свой сюжет в том стиле, который мне нравится. Елена Гаевская, потрясающий натюрморт в сине-желтых тонах за вами на стене. Это яблоки висели не так давно. «Яблочный день» называется. Можно ли рассказать о его написании подробнее? Разложил яблоки на какой-то скатерти белой, и трава была, и написал. «Яблочный день» называется. Есть ролик на моем YouTube-канале, как эта работа делалась. Ну, там прям как все писалось сначала. Это было, наверное, уже там лет 10 назад. Я попытаюсь его найти, чтобы вам было облегчить задачу. И в конце этого видео я дам ссылку на него прямую. Я пишу акрилом, Пултукс, Польша, в направлениях абстракция, кубизм, нейроарт, нейрографика. Подскажите, как попасть в вашу группу. Какую группу? О какой речь? Их несколько. Кстати, в Польшу не собираетесь? Ну, пока не было приглашений. А вообще я открыта для любых поездок. С уважением, Юрий Котляров-Линчевский. Пултукс, Польша. Если речь о группах, которые на классы живые, то просто напишите мне в WhatsApp, и я вас добавлю. Ближайшее будет со 2 по 7 июля. Мы будем писать в Провансе, лавандовые поля. Информация на сайте есть. Потом будет в сентябре озеро Гарда, Италия. Потом в октябре Армения. Если вы о группе, которая создана в телеграм-канале, мастерская называется, то она для тех, кто занимается у меня, покупает уроки, либо на живых классах. То есть, если вы таковой, то вы автоматически туда попадаете, потому что вам приходит приглашение. Но это только для занимающихся. Дрога Наталья, уже спрашивала я вас. Мой способ рисования – я не умею разработать рисунок на холсте. Для этого купила проектор, включаю и обозначаю все темные места, самые светлые. Потом включаю, держа в руке фото, картинки, что хочу нарисовать, пишу. Это копирование или художество. В разные времена, начиная с эпохи Возрождения, люди по-разному переносили рисунок, эскиз, над которым трудились долго, увеличивали, да, на холст или на стену, протыкивали, там делали картон так называемый, с задней стороны углем, там потом продавливали или протыкивали точками, чтобы на штукатурке остались эти, не знаю, иголками какими-то там. То есть разные способы, в том числе по клеточкам делали. Ну, если есть у вас проектор, так включите, конечно, скопируйте. Это еще ничего не значит. Это рисунок, потом начинается живопись. Как говорил Врубель, рисунок сделан, теперь нужно его весело раскрасить. Конечно, переносите рисунок любым удобным способом, но живопись начнется потом. Дрога Наталья, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Мы с вами когда-то еще попишем. Я жду, когда совсем близко ко мне подъедете. Ну, прям к дому, да? Ну, тогда, конечно, наверное, попишем, если вы выйдете еще. Но у меня не хватит, например, если я к каждому из моих подписчиков буду подъезжать близко к дому, чтобы пописать. Поэтому как-то нужно, наверное, вам подстроиться под изменчивый мир. Ну, что делать? Владимир Авдеев. Владимир всегда очень крепко зажигает. Слава, уж много. Очень у вас много лирики. Этюды в Горзуфе, Прованс, Аркадий Пластов, братья Ткачевы, Греков, трубачи Первой конной армии. Вот правда живой жизни, которая должна питать нас. Должна, да? Разве не так? Нет, не так. А у вас, по-моему, все сю-сю. Есть такие стихи, песня, что не стреляйте
в пианист, он вам очень будет нужен тогда, когда вы закончите ваши бои. Что вы его будете убивать? Да, у него сюсю, музыка, какие-то нотки. А те, кто первая конная армия, что вы потом-то будете делать, когда настреляетесь вдоволь? Как один другому говорит: а сейчас хочешь, наконец, правду, настоящую правду? Он говорит: нет, нет, спасибо, у меня своя. Разная правда есть. Для кого-то трубачи первой армии, а для кого-то трубачи на сцене, которые умеют очень тонко играть, что и та, и другая сторона в этот момент перестают нажимать на спусковые крючки, слушают. А потом опять, конечно. И так из года в год, из жизни в жизнь, а потом каяться один раз в году, вспоминать про Христа. Вадим Долгов: а в самолет пропускают с этюдником, красками, особенно с растворителями? Ну, самолет, взрывчатые вещества, зачем растворители возить? Этюдник, краски, да, краски в багаж. Этюдник куда хотите. АВ-1. Как там недружественный Запад? Врагов нашли? Ну, те, кто ищет врагов, конечно же, найдут. Те, кто любит дружить, им враги не нужны. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Вы будете получать уведомления о моих новых видео и не будете их пропускать. Делитесь с друзьями, задавайте вопросы, комментируйте. В конце этого ролика будет прямая ссылка на то, как я писал картину «Яблочный день». Натюрморт в саду с яблоками. Ну, пока.